Всем привет! В одном из самых обсуждаемых спортивных событий последнего времени Тэхён стал специальным гостем на знаменитом матче Dodgers. Там он не только сделал первый бросок, но и продемонстрировал свое обаяние и уверенность в себе. Его участие было встречено бурными аплодисментами и энтузиазмом как болельщиков, так и сопровождающих его людей, однако за пределами поля внимания всех привлек один уникальный момент. Наблюдая за игрой со своего почетного места, Тэхён поделился едой с сопровождавшими его охранниками. Обернувшись, он заметил нечто, удивившее его: на стадионе находился менеджер Чонгука. Реакция Тэхёна на его появление была очевидной, его лицо озарилось радостью и изумлением, словно он никогда не ожидал увидеть Чонгука здесь. Для многих, кто стал свидетелем этого, этот момент был глубоко значимым, не только из-за неожиданности, но и потому, что он отражал важную связь между ними. Менеджер, поняв, что Тэхён его заметил, сфотографировал его, вероятно, чтобы отправить фото Чонгуку. Хорошо известно, что этот менеджер был свидетелем многих моментов между Тэхёном и Чонгуком воочию, его присутствие на мероприятии не кажется совпадением. Возможность того, что он пошел на стадион, чтобы быть рядом с Тэхёном, имеет смысл. Многие считают, что это был способ составить ему компанию и убедиться, что с ним все в порядке, как и сам Чонгук. Это еще больше подтверждает мысль о том, что Тэхён – очень особенный человек для Чонгука и его самых близких. Легко увидеть, как окружающие быстро развили сильное желание защищать и заботиться о нем. У него спокойный, добрый и теплый характер, который внушает доверие другим. Это отношение также отразилось во время мероприятия, то, как он делился, взаимодействовал с окружающими, и его естественность перед камерой показали, насколько он вырос как личность и как публичная фигура. Атмосфера на стадионе показала нам Тэхёна как настоящего, харизматичного и доброжелательного человека. Это было не просто спортивное событие, а момент, когда Тэхён проявил себя в полной мере. Самое интересное, что даже среди толпы и внимания зрителей были небольшие, но значимые детали, которые показывали близость между ним и Чонгуком. Даже несмотря на то, что Чонгук не присутствовал физически, связь между ними ощущается через жесты менеджера, которые, возможно, играют особую роль, каким-то образом представляя его присутствие. Подобные действия напоминают нам, что Тэхён – не просто модное слово среди фанатов, это глубокие отношения, основанные на взаимной заботе, уважении и привязанности. Такие моменты показывают, как сильно они поддерживают друг друга, даже когда не вместе. В последнее время в социальных сетях много говорят об отношениях Тэхёна и Чонгука, особенно после того, как их заметили вместе на нескольких мероприятиях. Одним из таких событий был шопинг и посещение ресторанов. Хотя многим это может показаться обычным явлением, некоторые решили прокомментировать ситуацию, не имея четкой информации. Одна из таких персон, Кира, вызвала споры абсурдным заявлением. Она утверждает, что Чонгук потратил деньги, заработанные на появление в Аюшур с Тэхёном, намекая на то, что Тэхён финансово зависит от нее. Это утверждение не только ложно, но и демонстрирует фундаментальное непонимание того, кем на самом деле являются Тэхён и Чонгук, как по отдельности, так и вместе. Во-первых, важно помнить, что они оба состоявшиеся артисты с успешной, высокооплачиваемой карьерой. Каждый из них сам распоряжается своими деньгами и решает, как их тратить. Они усердно работают не только в BTS, но и в своих начинаниях. Тэхён, например, является официальным амбассадором таких всемирно известных брендов, как Celine, Cartier, KRM Kauffе, Saatchi Lazera и Snow Peak. Это показывает, что он не только финансово независим, но и является влиятельной фигурой в мировой моде и рекламе. Намеки на то, что ему нужно полагаться на Чонгука, беспочвенны. На самом деле, если их видят вместе, например, за покупками или в ресторане, то это просто потому, что у них близкие отношения. В случае с Тэхёном эти отношения были очевидны уже много лет, как на сцене, так и за ее пределами. Тот факт, что они проводят время вместе, не означает, что кто-то из них финансово зависим, скорее, они наслаждаются обществом друг друга, что естественно для людей, которые заботятся друг о друге. Более того, утверждение, что Чонгук тратит корпоративные деньги на эти мероприятия, абсурдно, если понимать, как работает индустрия развлечений.
Аюшур – это программа, созданная на бюджет, выделенный его компанией. Это не исключительный или ограниченный источник дохода. У артистов есть четкие контракты и собственные источники дохода, нет оснований полагать, что кто-то из них будет использовать деньги друг друга нелогично или без согласия. С другой стороны, стоит отметить, что некоторые люди, увидев Тэхёна и Чингука вместе, сразу же ищут повод раскритиковать или дискредитировать их действия, как будто их близость как-то проблематична. Подобные комментарии не только не нужны, но и отражают негативное отношение к идее столь близких отношений между двумя участниками группы. 7 участников BTS добились мирового признания благодаря своим усилиям, как в составе группы, так и благодаря индивидуальным проектам. Они выпускали альбомы, сотрудничали, участвовали в рекламных кампаниях, и их успех обеспечил им финансовую стабильность. Поэтому кажется неразумным думать, что кто-то из них должен финансово зависеть от другого, учитывая, что у каждого из них независимая карьера. Вместо того, чтобы делать безосновательные предположения, полезнее сосредоточиться на фактах. Тэхён и Чингук часто встречаются, потому что между ними настоящая связь, основанная на взаимном уважении и привязанности. Их связь не нова и не вынуждена, скорее она очевидна уже давно, как для тех, кто их знает, так и для поклонников, которые следят за ними с самого начала. И, наконец, тем, кто постоянно повторяет слухи или необоснованные суждения, стоит разобраться в себе, прежде чем комментировать. Критика кого-то только за то, что они проводят время вместе, особенно если оба являются независимыми и успешными публичными личностями, больше характеризует критикующего, чем самих участников. Фанаты BTS уже давно поняли, что отношения между Тэхёном и Чингуком – это нечто большее, чем просто дружба или мимолетное знакомство. Эти отношения не ограничиваются только их словами в интервью или моментами на сцене. Между ними существует постоянная связь, очевидная в их жестах, мелких деталях и естественном взаимодействии, как на публике, так и наедине. Ярким примером этой близости является их поведение вместе. Они часто держатся за руки, без колебаний обнимаются или просто молча делят пространство, словно разговоры не нужны. Они также часто делают друг другу массаж или ненавязчиво прикасаются друг к другу, проявляя заботу. Такое поведение не свойственно всем участникам группы, оно, безусловно, уникально для них двоих. Один из самых показательных моментов можно увидеть в их видео перед выступлением. В нем Тэхён и Чингук не только готовятся физически, но и оказывают эмоциональную поддержку. Можно увидеть, как они обмениваются тихими словами, утешают и подбадривают друг друга перед выходом на сцену. Это простой поступок, но имеющий глубокий смысл. Очевидно, что между ними крепкая связь, основанная на доверии и ежедневной заботе. Это привело многих к выводу, что отношения Тэхёна не казались случайными или постановочными для камер, напротив, в них прослеживалась повторяющаяся закономерность. Это не было игрой или стратегией для привлечения внимания, это было частью их совместной жизни. Когда они прикасались или сближались, они делали это не для того, чтобы покрасоваться, а потому, что это было естественно. Именно эта естественность отличала их связь от других взаимодействий в группе. Некоторые пытались преуменьшить их общее, выдвигая безосновательные обвинения, особенно когда их видели проводящими время вместе вне работы. Например, появились абсурдные слухи о том, что Чингук использовал деньги компании для свиданий с Тэхёном, особенно после выхода Аюшур. Однако эти утверждения ложны, если понимать, как работает индустрия развлечений. Кроме того, важно помнить, что Тэхён не из тех, кто финансово зависит от других, у него стабильная карьера и международное признание. В настоящее время он является амбассадором таких крупных брендов, как Celine, Cartier, KRM Kauffе, Saatchi Lazera и Snow Peak. Эти бренды выбрали его благодаря его глобальному влиянию, имиджу и профессионализму. Очевидно, что ему не нужно полагаться ни на чьи деньги, и меньше всего на Чингука. Чингук также продемонстрировал свои способности сольного исполнителя, продюсируя собственную музыку, участвуя в рекламных кампаниях и поддерживая сильный имидж как в Корее, так и за рубежом. Думать, что кто-то из них нуждается в финансовой поддержке другого, не только неверно, но и игнорирует уровень профессиональных успехов, достигнутых обоими.